Хейоу, всем привет! В этом видео я расскажу вам, что такое мультисортировка и почему она лучше стандартного механизма автосортировки. А после этого покажу, как построить данный механизм. Большинство из вас уже видели механизм автосортировки, а некоторые, скорее всего, даже строили его. Но не так много игроков знает о так называемой мультисортировке предметов. Сейчас я вам наглядно объясню, чем отличаются эти механизмы. Стандартный вариант выглядит таким образом. В один сундук может сортироваться всего лишь один предмет. И это является огромным минусом данной системы. Когда мы захотим сделать склад с автосортировкой на 50 предметов, он будет выглядеть примерно вот так. А так выглядит склад на 50 предметов с механизмом мультисортировки. Вы наглядно убедились в том, что главным плюсом этой системы является ее компактность. Давайте перейдем к постройке механизма. На экране вы видите список предметов, которые вам понадобятся. В первую очередь поставим двойной сундук, в который будут складироваться отсортированные вещи. С обратной стороны поставим две воронки. Одна из них должна быть направлена в сундук. Далее сделаем конструкцию из дроперов, в самом верху которой будет двойной сундук. Он выступит в роли фильтра. К этому сундуку проведем воронки, а самую верхнюю поставим хитрым образом. После этого построим конструкцию с компаратором и целой кучей факелов. На ее верхушке проведем линию из редстоуна, которая будет запитывать воронку. Внизу этой конструкции поставим блоки стекла таким образом, а на них разместим повторитель и редстоун. Следующим нашим шагом будет подключение дроперов к нашей системе. Для этого перейдем на другую сторону механизма. Наблюдатели должны быть направлены в сторону дроперов, как и повторитель. Внизу поставим еще два наблюдателя. Один из них будет смотреть в сторону воронки, а другой вниз. На нижнем наблюдателе поставим энергорельсу, а на нее еще один наблюдатель, сверху которого расположим красную пыль, и обязательно переведем компаратор в режим вычитания. Красную пыль запитаем еще одним компаратором, возле которого поставим компостер. И тут наступает важный момент. В компостер нужно положить торт. Да, вы не ослышались. Наверху поставим наблюдатели таким образом, а под ними еще два твердых блока, на одном из которых будет энергорельса. Далее на рельсе расположим наблюдатель, который окружим твердыми блоками. Поставим наблюдатель так, чтобы он был направлен вниз, а поверх него поставим энергорельсу, которую запитаем повторителем. Последним блоком в этом механизме будет воронка. Ее мы поставим таким образом, чтобы она выходила с правой стороны механизма. Она будет выводить предметы, которые не были отсортированы. Механизм готов на 90%, осталось лишь настроить его. Для этого подготовьте около стака любых блоков и переименуйте их как вам угодно. Это является обязательной частью. Также переименуйте 22 любых предмета. В моем случае это будет бумага. Как я и говорил ранее, верхний сундук будет выступать в роли фильтра. В него мы положим по одному предмету, которые будут сортироваться в наш нижний сундук. А все пустые ячейки заполним переименованными предметами, которые мы подготовили ранее.
В воронку, которая находится под сундуком, положим переименованную бумагу, как показано на экране. Осталось сделать загрузочный механизм. Он довольно простой, так что просто повторяйте за мной. Механизм готов на 100%. Теперь пришло время объяснить, как он работает, не вдаваясь в подробности. Когда мы кладем предметы в сундук, они направляются в механизм сортировки. И если эти предметы присутствуют в фильтре, тогда они попадают в сундук со сортированными предметами. Вещи, которых нет в фильтре, проходят дальше. Мы можем продублировать этот механизм несколько раз, и получится полноценный склад. Я очень надеюсь на то, что вы поняли, как работает мультисортировка. И если у вас возникли вопросы, смело задавайте их в комментариях, я с радостью отвечу. Ссылки на скачивание карты и схематики вы можете найти в описании под роликом. И на этом моменте я хотел бы закончить. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь и ставьте лайки. Удачной постройки. Пока.